Вам уже 30 или около 40, или больше, но вы все еще одиноки. Может, уже неоднократно пережили расставание или развод. Почему нам, абсолютно нормальным людям, иногда так сложно найти подходящего партнера, мужа, жену? Почему каждый, кого мы встречаем, вскоре оказывается не тем или не той? Как в таком положении вещей можно выйти замуж или жениться и жить долго и счастливо? Ответы на эти вопросы, по моему наблюдению, отличаются для немногочисленных творческих людей и для всех остальных, обычных. Начну со среднестатистических мужчин и женщин, то есть таких, как мы с вами. Так вот, если немного покопаться в истории, можно выяснить, что еще какие-то 50 лет назад не было ни проблемы совместимости партнеров, ни связанного с ней цунами разводов. То есть отношения мужчины и женщины были на редкость стабильными, несмотря на далеко не идеальные браки по нашим современным меркам. Почему так? Экономический рост дал возможность людям жить в одиночку. Уже не нужен партнер, чтобы купить жилье и обеспечить себя всем необходимым. В бедных странах этот фактор, конечно, слабоват. Экономическая потребность в партнере существенна, но отношения все же распадаются. Получается, что благосостояние не развивало институт семьи, но ослабило его. Выросшие дети часто уезжают в другие города и страны. Они перестают быть экономической и психологической опорой в старости и дорого обходятся в молодости. Этот фактор тоже ослабляет интерес к формированию семьи. Плюс виртуальное общение. Телевизор, соцсети, порно-сайты в значительной мере снижают потребность в ежедневном общении между мужчиной и женщиной. Необходимость в семье снижается, а требования к ней растут. Насмотревшись фильмов и сериалов, многие из нас вообразили нереально высокий стандарт отношений с партнером умным, красивым, понимающим и еще всяким. И если вы думаете, что разумный человек не станет искать в жизни киношных отношений, то посмотрите, как этот же человек идет в магазин покупать то, что видел в рекламе. А реклама отношений в фильмах похожа на рекламу товаров. Но существует ли биологическая потребность в партнере? Думаю, в ходе эволюции она должна была возникнуть у женщин, но не у мужчин. Хотя многие эволюционные модели поведения сейчас разваливаются. Вполне возможно, что инстинкт отношений окажется не очень силен и для женщин тоже. То есть мы уже пришли к тому, что идеальных партнеров не существует. Отличные партнеры встречаются крайне редко. Потребность в отношениях стала слабее. Тогда нужны ли вам отношения с обычным партнером? Не особо красивым, посредственного ума, с пассивным юмором, может смеяться над шутками, но не шутить сам. Если вы задаетесь этими вопросами, то, уверяю вас, партнер вам нужен. Муж или жена, или... Мало людей независимых настолько, что им и вправду комфортно в одиночестве. За последние полсотни лет неврозы охватили практически все население. Здоровый, спокойный, удовлетворенный человек нынче большая редкость. Но зато много невротиков. Невротик характеризуется страхом. В данном случае он боится попасть под контроль партнера, боится потерять партнера, боится приобрести не лучшего партнера, боится, что с недостаточно хорошим партнером будет плохо выглядеть, боится, что партнер не обеспечит его потребностей, реальных и особенно выдуманных. Поэтому он боится сделать партнера партнером, то есть боится решить остаться с ним навсегда. Поэтому он не ценит обычных нормальных отношений. Поэтому он постоянно высматривает нового, лучшего мужа или жену. Поэтому он постоянно ищет подвоха со стороны, обороняется и норовит укусить первым. Поэтому отношения и разрушаются.
Но на самом-то деле отношения разваливаются не потому, что ваш партнер не очень красив. Взгляните-ка на себя. Не потому, что он не очень умен. Вы далеко не Эйнштейн. Не потому, что он не может шутить, как Жванецкий. Вы и Жванецкого-то слушаете хорошо, если раз в месяц. Не потому, что ваш партнер мало читает. Вы и сами не читаете хотя бы 30 минут в день. Не потому, что партнер лишен значительных интересов или хобби. Вы тоже сидите перед телевизором или в соцсетях, а не покоряете Эльбрус. У вас нет объективной потребности в развитом интересном партнере. Вернее, потребность в таком партнере у вас есть, но она иррациональна. Вы хотите его достоинствами закрыть свои вымышленные недостатки. Обратите внимание, принципиально важно, что эти ваши недостатки именно вымышленные. Они существуют только в сравнении с героями фильмов, которые вы смотрите, и какие фантазии вы себе крутите в своей голове. Вы обычный человек, и вам было бы вполне комфортно самым обычным мужчиной или женщиной, самыми простыми интересами. Для этого нужно только перестать мечтать о глупостях. Здесь мы возвращаемся к упомянутым в начале творческим людям. У них необычные интересы реально существуют. Это может быть серьезная музыка, скалолазание, кулинарные кондитерские изыски, да что угодно. Но они реально увлечены. Не в качестве мечты, а на практике занимаясь и реализуя себя. Таким людям действительно будет некомфортно с партнером, который не разделяет их интересы. Конечно, иногда общие интересы они могут найти в совместном быте, в детях, но чаще ни в чем. Счастлив тот творческий человек, который нашел другого с похожими интересами. Так бывает редко, но бывает. Почти для всех людей, мужчин, женщин, отношения с партнером ломаются не потому, что партнер плох. Вы самый обычный человек. И подходящие вам партнеры встречаются на каждом шагу. Наведите порядок в себе, и с партнером станет все хорошо. Тогда будет легко найти себе мужа, или жену, или... с которой после небольшой бытовой притирки будете жить долго и счастливо. И тогда впереди нас ждет много новых побед. Впереди нас ждет нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока. С вами был Ави.